Здравствуйте, с вами Фирюза Инчилина, и вы на канале Откровенно науки. В предыдущем видео я обещала рассказать про четвертую, самую важную ошибку в решении Шварцшильда. Эта ошибка очень важная. Она сводит к нулю все усилия Эйнштейна по созданию общей теории относительности. Но чтобы понять значимость этой ошибки, нужно понять ту цель, которую ставил Эйнштейн, когда создавал свою теорию гравитации. А вы знаете, почему Эйнштейн вдруг решил создать общую теорию относительности? Вы, может, удивитесь, но главной целью был принцип Маха. Эйнштейн стремился включить эту идею в фундамент своей теории гравитации, в которой инерция и структура пространства-времени определялись бы распределением материи во Вселенной. В своих статьях Эйнштейн заранее предупреждал, что теория будет сложной, но он оправдывал эту сложность тем, что она, наконец, воплотит принцип Маха. Для него это было не украшение теории, а ее смысл. Без реализации этого принципа новая теория теряла бы все свое глубинное содержание. Поэтому, чтобы понять исходный замысел Эйнштейна, сначала следует разобраться в самом принципе Маха. Основой классической механики является закон инерции. Этот закон утверждает, что свободное тело сохраняет свою скорость неизменной. Если на тело не действуют силы или их равнодействующая равна нулю, оно будет двигаться в одном и том же направлении с одной и той же скоростью сколь угодно долго. Представьте обломок звезды, выброшенный в межгалактическое пространство. Он может лететь миллионы лет, не меняя скорости, пока не столкнется с чем-то другим. Никакой внутренней причины останавливаться у него нет. На первый взгляд это кажется очевидным, но на самом деле в этом утверждении скрыта глубокая загадка. Если бы закон инерции был действительно очевиден, его открыли бы задолго до Галилея. Однако человечество тысячелетиями считало, что естественное состояние тела – покой, а не движение. Галилей первым начал систематически исследовать движение. Он не ограничивался рассуждениями, он ставил опыты. Он заметил простую вещь. Тела, движущиеся по Земле, останавливаются из-за трения. Чем меньше трения, тем дольше продолжается движение. Но еще важнее были его рассуждения о корабле. Представьте корабль, который плавно и равномерно плывет по спокойному морю. Если в трюме такого корабля бросить шарик, он упадет прямо вниз, как будто корабль неподвижен. Муха будет летать внутри каюты так же, как и на берегу. Ни один внутренний эксперимент не покажет, движется корабль или стоит. Это означало нечто радикальное. Равномерное движение нельзя обнаружить само по себе. Оно проявляется только по отношению к чему-то внешнему. И тогда Галилей сделал решающий шаг. Если устранить трение полностью, тело не будет останавливаться вообще. Значит, движение не требует постоянной причины. Наоборот, естественным состоянием тела является не покой, а равномерное движение. Фактически Галилей первым сформулировал принцип относительности для механических явлений. Размышляя о равномерно движущемся корабле, он показал, что все процессы внутри такой системы происходит точно так же, как и в состоянии покоя. Мухи летают, капли падают, предметы движутся одинаково, и никаким внутренним опытом невозможно определить, движется ли корабль равномерно или стоит. Это означало радикальный вывод. Законы движения одинаковы во всех системах, движущихся равномерно и прямолинейно друг относительно друга. В природе нет привилегированного состояния абсолютного покоя. Тем самым Галилей заложил фундамент новой механики, которую позднее строго и математически оформил Ньютон. Это был переворот понимания природы. Но вместе с этим переворотом возник новый, гораздо более глубокий вопрос. Почему тело вообще способно двигаться бесконечно долго по прямой линии? Что в мире обеспечивает эту удивительную устойчивость движения? Ричард Фейман однажды заметил: свободное движение не имеет никакой видимой причины.
Почему предметы способны вечно лететь по прямой линии, мы не знаем. Происхождение закона инерции до сих пор остается загадкой. И действительно, закон инерции принимается как фундаментальный факт. Он работает. Он подтверждается опытом, но его происхождение не объясняется. Оно постулируется. И здесь возникает еще один вопрос, еще более тонкий, относительно чего сохраняется скорость. Ведь скорость не существует сама по себе. Она всегда определяется относительно чего-то. Если тело движется равномерно, относительно чего именно его движение остается постоянным. В физике существует понятие инерциальной системы отчета. Это такая система, в которой свободное тело движется равномерно и прямолинейно. Например, космический корабль, летящий меж звезд с выключенными двигателями, можно с высокой точностью считать инерциальной системой, относительно него свободное тело будет двигаться с постоянной скоростью. Но тогда возникает такой вопрос. Получается, движение тела каким-то образом связано с движением корабля? Неужели именно корабль определяет, будет ли другое тело двигаться равномерно? Конечно, дело не в самом корабле. Он лишь удобная опора для измерений. Но тогда что именно в мире обеспечивает существование таких систем? Почему вообще существуют системы отчета, относительно которых закон инерции выполняется? Представим теперь почти пустую Вселенную. В ней существует только наша Солнечная система и где-то невероятно далеко еще одна такая же система. Больше ничего. Никаких галактик, никаких звездных скоплений, только две удаленные островные области материи. В далекой системе живут астрономы. У них есть свои приборы, свои часы, свои системы отчета. В какой-то момент они наводят гигантский телескоп на нашу звезду и начинают наблюдать за нами. Они видят, что наша Солнечная система движется равномерно и прямолинейно относительно них, а мы со своей стороны наблюдаем за ними. Мы видим, что это они движутся равномерно и прямолинейно относительно нас. Но что именно определяет наше движение? Неужели далекая Солнечная система? А мы определяем их движение? В это трудно поверить. Когда Ньютон размышлял над этой проблемой, он пришел к другому выводу. Если равномерное движение не может определяться одними телами относительно других, значит, должно существовать нечто более фундаментальное. Так он вводит понятие абсолютного пространства, самостоятельной реальности, относительно которой и определяется истинное движение. В ньютоновской картине мира именно абсолютное пространство обеспечивает выполнение закона инерции. Тела движутся равномерно и прямолинейно не потому, что они ориентируются на движение других тел, а потому что их движение определяется самой структурой пространства. Однако не все приняли ньютоновское решение. Многие мыслители не согласились с тем, что пространство может существовать само по себе и определять движение материи. Лейбниц утверждал, что пространство – это не самостоятельная сущность, а лишь система отношений между телами. Без материи нет пространства. Джордж Беркли также критиковал идею абсолютного пространства, считая ее метафизической гипотезой, не имеющей наблюдаемого содержания. Их аргумент был прост. Как может нечто невидимое, нематериальное и не взаимодействующее напрямую с телами определять их движение? Если пространство нельзя наблюдать само по себе, то на каком основании ему приписывается физическая реальность? По этому вопросу между Лейбницем и Ньютоном разгорелся известный философский спор. Формально Ньютон в нем почти не участвовал. Его позицию излагал Сэмюэль Кларк в серии писем к Лейбницу. В этой переписке Кларк поставил предельно конкретный вопрос. Представим, что из Вселенной убрать все звезды и все тела, оставив только одну Землю, которая вращается вокруг своей оси. Будут ли при этом возникать центробежные силы или нет? Аргумент был прост и жесток. Центробежные силы реальны и измеримы. Если они возникают даже в почти пустой Вселенной, значит вращение определяется
не отношением тел друг к другу. В этом случае очевидно, что центробежные силы возникают из-за вращения относительно пространства. Но на этот вопрос Лейбниц ответа не дал. Спустя почти 2 столетия этой проблемой заинтересовался Эрнст Мах. Он ответил на вопрос гораздо смелее. Мах обратил внимание на поразительный факт. Инерциальные системы отсчета практически совпадают с системой далеких звезд. Например, маятник Фуко сохраняет свою плоскость качания относительно звезд. Плоскость вращения Земли определяется относительно них же. Это выглядит так, словно именно далекие звезды задают структуру инерции, словно локальные динамические эффекты каким-то образом связаны с глобальным распределением материи. Исходя из этого, Мах предложил рассматривать инерцию не как следствие существования абсолютного пространства, а как результат взаимодействия тела со всей материей Вселенной. Поэтому в мысленном эксперименте с единственной Землей физический смысл вращения исчезает. Если во Вселенной нет удаленных масс, то центробежные силы не появятся. Иначе говоря, инерция создается не пустым пространством, а присутствием мировой материи. Если Мах прав, то инерция – это не внутреннее свойство тела и не результат существования пустого пространства. Когда мы пытаемся ускорить тело, то оно сопротивляется ускорению. Это сопротивление ускорению оказывает вся удаленная материя Вселенной. Получается поразительная картина. Когда мы толкаем предмет, сопротивление ускорению вызвано далекими звездами. Их масса, их присутствие в Вселенной участвует в том, что происходит здесь, у нас, на Земле. Попробуем выразить эту мысль наглядно. Когда тело движется по инерции, оно движется благодаря совместному усилию всех звезд и галактик Вселенной. Огромные космические массы удерживают его в состоянии равномерного и прямолинейного движения. Они не дают ему отклониться ни вправо, ни влево. Они задают невидимую систему отсчета, относительно которой тело движется по прямой с постоянной скоростью. Когда мы толкаем предмет, когда он сопротивляется ускорению, в этом сопротивлении участвует вся Вселенная. Звезды не только украшают небо, они фундамент нашего мира. Они определяют законы инерции и другие законы движения. Вот, например, что написано об этом в Берклеевском курсе физики, том 1, «Механика». Открываем раздел 3.3 «Абсолютное и относительное ускорение» и читаем. Существование инерциальных систем отсчета приводит к сложному вопросу, остающемуся без ответа. Какое влияние оказывает вся прочная материя во Вселенной на опыт, производимый в лаборатории на Земле? Переворачиваем страницу и читаем дальше. Точка зрения о том, что имеет значение только ускорение относительно неподвижных звезд, представляет собой гипотезу, обычно называемую принципом Маха. Хотя не имеется ни экспериментального подтверждения, ни опровержения этой точки зрения, некоторые физики, включая Эйнштейна, нашли, что этот принцип априори представляет интерес. Другие физики придерживаются противоположного мнения. Этот вопрос имеет значение для теоретической космологии. Если считать, что среднее движение всей остальной части Вселенной влияет на состояние любой одиночной частицы, то возникает целый ряд связанных с этим вопросов, и путей к ответу на них пока не видно. Имеются ли какие-либо другие взаимные связи между свойствами одиночной частицы и состоянием остальной части Вселенной? Изменится ли заряд электрона или его масса или энергия взаимодействия между нуклонами, если бы как-то изменилось число частиц во Вселенной или плотность их распределения? До настоящего времени нет ответа на этот глубокий вопрос о соотношении между далекой Вселенной и свойствами отдельных частиц. Таким образом, в настоящее время неизвестно, справедлив или нет принцип Маха. Неясно также, как проверить его экспериментально. Альберт Эйнштейн
с большой симпатией относился к гипотезе Маха. Именно он назвал эту гипотезу принципом, так как был уверен в ее истинности. В период создания общей теории относительности он был уверен, что принцип Маха найдет свое воплощение в его теории. Эйнштейн видел в принципе Маха не просто частную мысль об инерции, а глубокую истину о природе пространства и времени. Если инерция определяется взаимодействием тел, значит и само пространство не может существовать независимо от материи. Его геометрия, его структура должны быть связаны распределением всех масс во Вселенной. Пространство не фон и не сцена, а часть физической реальности, зависящая от ее содержимого. Почти во всех своих работах, предшествующих созданию общей теории относительности, Эйнштейн подчеркивал серьезный недостаток как классической механики Ньютона, так и специальной теории относительности. В обеих этих теориях существует независимая от материи структура пространства или пространства-времени. Она задает свойства движения, но сама не зависит от распределения тел во Вселенной. Именно это Эйнштейн считал физически неприемлемым. Его не устраивало, что фундамент пространства-времени не зависит от распределения материи. Он стремился построить такую теорию, в которой сама структура пространства-времени определялась бы крупномасштабным распределением масс Вселенной. К чему он в результате пришел и какое отношение к принципу Маха имеет решение Шварцшильда, вы узнаете в следующем видео. С вами была Фирюза Энчилина. Подписывайтесь, ставьте лайк. Ваша поддержка помогает нашему каналу развиваться и знакомить вас с новой любопытной информацией из области науки.